Адаптация произведений на экране – вещь довольно привычная для всех. Бесчисленное количество книг получило вторую жизнь в кино, и примерно такое же число фильмов в итоге превратилось в видеоигры. А прямой переход с печатных страниц на мониторы можно встретить нечасто. Первое, что приходит на ум, это, конечно же, Ведьмак от всем известной студии CD Projekt Red. Перед вами... Итак, перед началом попрошу оплатить билет стоимостью в 1 лайк и отправляемся в приключения по Devil's Hunt. Польский писатель Павел Лишняк в 2012 году выпустил серию книг «Равновесие» про конфликт ангелов и демонов. В центре повествования Дезмонд Пирс, который волею судьбы приобрел демонические способности и оказался втянут в извечный конфликт между раем и адом. Вдохновившись, прямо скажем, сомнительным успехом серии своих книг, Лишняк, недолго думая, решил создать собственную студию, чтобы в итоге создать из романов игровую вселенную. Причем он задумал создать не одну игру, а целую серию. И вот на Gamescom 2018 был показан первый трейлер игры, а заодно и ее геймплей. Релиз игры намечен на 17 сентября 2019 года, то есть сегодня. И чего же ждать от этой игры? Об этом мы сейчас и поговорим. Итак, чтобы вы понимали, в игре Devil's Hunt мы играем за этого самого Дезмонда Пирса. Он типичный представитель золотой молодежи, который прожигает отцовские деньги и ведет разгульный образ жизни. Но после череды трагических событий Дезмонд узнает, что его отец на самом деле является демоном. Вот это поворот! Ох ты ж нихера, какие новости! И по иронии судьбы, главный герой получает предложение от ада стать палачом и сыграть решающую роль в войне ангелов и демонов. Причем каждая сторона будет пытаться перетянуть его к себе. Геймплейно игра представляет собой слэшер от третьего лица. Чтобы противостоять разнообразным врагам, у игрока будет целый арсенал способностей, как демонических, так и людских. Местная боевка описывается авторами формулой «легко научиться, тяжело освоить». Нам постоянно придется комбинировать оба вида способностей для построения сложных комбо. Кроме обычных ударов, нам будут доступны специальные умения и добивания, чтобы эффектно расправляться с врагами. Отчасти боевка, да и в целом внешний вид персонажа напоминает игру прототип. И возвращаясь к боевке, в самой схватке Дезмонд использует только свои кулаки. И одна из его рук демоническая. Также из его умений это сильный удар кулаком в землю, огненные волны, моментальное перемещение и прочие фишечки. Разработчики уверяют, что прокачивать героя можно будет как за демона, так и за ангела. К слову, о визуальной составляющей проекта Devil's Hunt. Имеет довольно среднюю графику, а анимация смотрится не очень и выглядит каменной. Сами движения довольно резкие и смотрятся неестественно. И для 2К19 можно было и получше постараться. О чем нам даже подтвердят системные требования данной игры, которые вы видите на экране. Тут даже мой старенький Пенек 4 в 2008 году с легкостью потянул бы это. Итак, не нарушая традиций, поговорим о цене. На момент записи данного ролика, а это на минуточку 15.09.2019, ни в Steam, ни на Epic Game данная игра не имела ценника. На свободных ресурсах и форумах ходят разные слухи, и исходя из них, цена будет варьироваться от 800 рублей до 2000. Отчасти, эта игра по сюжету и визуальной составляющей очень напоминает Devil May Cry. И если Devil's Hunt наберет ту же популярность и станет более чем успешным проектом, мы увидим продолжение и, соответственно, цену в 2К. Пиши в комментариях, что ты думаешь о данной игре. Хочешь ли бороться со злом или повергнуть мир в хаос, играя за Дезмонда? Что ж, не забывай подписываться на канал и ставить лайки. Это мотивирует меня работать больше и лучше. С тобой был Rocky Game, желаю удачи и хорошего настроения.